«Не твой этот человек, Вера», — говорила бабушка после знакомства с женихом внучки. «Ба, не начинай. Ты ведь его совсем не знаешь. Как ты можешь судить о человеке, увидев его всего один раз? Костя меня любит, я знаю», — сердито ответила Вера и попыталась закончить неприятный для себя разговор. Накинув на плечи теплую кофту, девушка вышла во двор. «Ох, и натерпишься ты с ним, внученька!» — тихо прошептала бабушка и смахнула выступившую слезу. С самого детства Веру воспитывала бабушка, одна. Родителей не стало, когда девочке не было и 3 лет, после чего ее и забрала к себе бабушка. Жили они на самом краю деревни, почти в лесу. Их домик стоял в стороне ото всех. Так решил дед, выбирая место под строительство будущего жилища. Поэтому и росла девочка одна, мало общаясь со сверстниками. Вера была самой настоящей красавицей, хотя сама даже не думала об этом. Девочка была очень скромна и трудолюбива, старалась во всем помогать своей любимой бабушке. В школе за девочкой пытались ухаживать парни, но всегда встречали отпор. Вера старалась прилежно учиться, мечтая получить хорошее образование. Так и случилось. Она на отлично закончила школу и поступила в престижный вуз на юридический факультет. Вот только это означало, что придется проститься с бабушкой и переехать в город. Видя переживания внучки по этому поводу, бабушка заверила ее, что справится совсем сама, и ждала ее по выходным и праздникам. На 2 курсе Вера неожиданно познакомилась с Константином. Обычно равнодушная к ухаживаниям парней, в этот раз ее что-то зацепило. Парень был старше на несколько лет, к тому же имел неудачный брак за плечами. Но Веру этот факт ничуть не смутил. Встретившись однажды на одном из мероприятий, они познакомились и больше не расставались. Тем более уже вскоре Костя признался ей в любви. А говорить красиво он умел. Вот и потеряла наивная девушка голову от любви к городскому парню. Про бывшую свою семью Костя почти не говорил, обмолвившись только однажды, что там подрастает сын. Вера знала, что сейчас Костя проживает вместе со своей мамой, с которой пока знакомить свою невесту не спешил. А вот она, напротив, сразу решила представить своего возлюбленного бабушке, но знакомство не заладилось с самого начала. Костя был поражен деревенскими условиями, не стесняясь открыто это высказывать. «Как вы можете так жить? Здесь же напрочь отсутствуют нормальные бытовые условия», сразу заявил он. «Почему же? Все необходимое у нас есть, и может даже получше, чем у вас в городе», не сдержалась бабушка. «О чем вы говорите? Тут даже помыться проблематично, не говоря уже про лес вокруг и всяких насекомых», не унимался Костя, приняв насмешливый тон в своих высказываниях. «Вера, покажи, пожалуйста, своему знакомому нашу баню и другие постройки». Бабушка специально именно так его назвала, чтобы дать понять, что он ей пришелся не по душе, и родниться с ним она не желает. Продолжать этот разговор было бессмысленно, поэтому женщина поспешила оставить молодых наедине. Уже позже она высказала внучке о впечатлении, которое Костя на нее произвел. В глубине души Вере и самой не понравилось, как жених себя повел. Она же его предупреждала о том, куда они едут. Да и потом, мог же он сдержаться хотя бы из уважения к пожилому человеку и не высказывать все, что пришло на ум. Но, сочтя это за досадное недоразумение и решив не обращать на это внимания, девушка, погостив у бабушки, вернулась в город. Жизнь пошла своим чередом, а этот неприятный момент вскоре забылся. Вера старалась навещать бабушку одна, хотя Костя и так не напрашивался. Но однажды она приехала, окрыленная новостью, и поспешила побыстрее поделиться с бабушкой. «Ба, ты представляешь, Костя предложил мне переехать к нему. Завтра пойду знакомиться с его мамой». Девушка радостно посмотрела на бабушку,
но та переменилась в лице, явно не разделяя восторга в своей внучке. «Ты с ума сошла, Вера? Хочешь, чтобы с тобой попользовались и выбросили, как ненужную вещь? Возможно, я ничего не понимаю в современной жизни, но не допущу, чтобы ты так поступила. Переедешь только тогда, когда узаконите отношения. И точка». Проговорив это, бабушка присела перевести дыхание и продолжила. «В одном только тебя прошу. Не бросай учебу, что бы ни произошло. Сделай это ради меня», — уже тихо сказала бабушка и тихонечко заплакала. Уже этим же вечером Вера созвонилась с Костей и рассказала ему суть их с бабушкой разговора. К ее удивлению, парень тут же предложил ей расписаться. Конечно, Вера мечтала о красивом предложении руки и сердца, а затем о чудесном торжестве с пышным платьем и кучей гостей. И то, что все пошло не так, как она мечтала, расстраивало ее. Знакомство с будущей свекровью прошло достаточно ровно, хоть Вера сильно волновалась. Мама Кости показалась ей достаточно своеобразной дамой, но неприязни к избраннице сына она не показывала, во всяком случае пока. Даже новость о скорой свадьбе восприняла спокойно, будто ее это и вовсе не касалось. Такой расклад вещей полностью устраивал Веру. Наслушавшись рассказов о зловредных свекровей, она была почти уверена, что сможет поладить со своей. По крайней мере, ей бы этого очень хотелось. Она же любила Костю искренне, и портить с ним отношения совсем не было желания. Свадебное торжество прошло тихо, в кругу малочисленных родственников молодых супругов, и уже на следующий день Вера перевезла вещи в квартиру мужа. Девушка с упоением относилась к своей новой роли – жены, поэтому старалась как могла совмещать отличную учебу в университете с бытовыми хлопотами. Готовку еды она взяла в свои руки полностью, стараясь собирать за одним столом всех вместе. Но с наступлением осенней сессии девушке не всегда удавалось вовремя приготовить ужин, что очень не нравилось свекрови. «Милочка», именно так она всегда обращалась к Вере, «так и мужа недолго потерять, если все время ты будешь посвящать учебе. Думаю, тебе известно, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок, а ты со своими книжками не расстаешься». Недовольным голосом сделала она замечание молодой невестке. Вере не очень понравился тон, с которым ее отчитывали, но решила промолчать. Теперь она старалась заранее закупать необходимые продукты, чтобы хватало время на готовку. Но эстафету принял Костя, каждый вечер высказывая ей по поводу учебы. «Ты не умеешь расставлять приоритеты. Для тебя важнее семья или институт?» – спрашивал Костя. «Костя, я считаю, что одно другому не мешает. Я прекрасно все успеваю», – раздражалась Вера, понимая, откуда дует ветер. «Извини, но на эту тему я больше говорить не буду. Просто запомни, что учебу я ни за что не брошу». Сказала это Вера специально как можно громче, чтобы услышали все жильцы квартиры. Больше к этой теме старались не возвращаться, и на какое-то время действительно было затишье, но ненадолго. Видимо, Тамара Васильевна, так звали свекровь Веры, затаила обиду на сноху и с того дня стала изводить ее. «Что-то ты кормишь мужа однообразными блюдами, милочка», начала Тамара Васильевна однажды за ужином. «Вот Леночка, бывшая жена Костика, такого себе не позволяла. Уж какие она блюда ему только не выдумывала, лишь бы муж был всегда доволен, да и дома был идеальный порядок». При этом женщина с вызовом посмотрела на Веру. «Мама, прекрати сравнивать Веру и Елену», – вступился за жену Костя. «Ты прав, сынок, сравнивать бессмысленно. Лена городская, интеллигентная девушка, а Вера всего лишь деревенская девчонка. Глупо с нее что-то спрашивать». Вера хотела было нагрубить свекрови, но решила сдержаться, хотя это было крайне сложно. Поэтому она просто покинула кухню и вернулась в комнату.
Вечером они сильно поругались с мужем на этой почве, и хотя Костя заступился за нее за столом, все же был на стороне матери, что очень обижало Веру. Утром, уходя на учебу, она встретила свекровь в приподнятом настроении, которая даже не пыталась скрыть радости от их ссоры с мужем. И уже вечером ее ожидал очередной сюрприз. «Костя, необходимо помочь Леночке. У нее сломался кран. Ты обязан ее выручить. Вы же не чужие люди. К тому же вам стоит прогуляться с сыном в выходные. Мальчик обязательно должен бывать в компании обоих родителей, чтобы не чувствовать себя ущемленным», говорила Тамара Васильевна по телефону, специально позвонив, когда Вера вошла в дом. Этим вечером она так и не дождалась мужа к ужину. Он пришел поздно вечером и виновато начал оправдываться, что задержался на работе. Вера все поняла, ведь прекрасно слышала их разговор с мамой, но решила не обращать на это внимания, чтобы не доставлять радость свекрови. В ближайшие выходные женщина запланировала совместную прогулку с мужем по историческим местам города. Заодно она хотела поговорить с ним с глазу на глаз. Но прямо перед поездкой Костя заявил, что ему нужно встретиться с сыном. «Хорошо, давай возьмем его с собой. Там полно развлечений для детей», – предложила Вера. «Нет, у него будет стресс, если он увидит меня с другой женщиной», – сказал ей Костя. «То есть ты будешь гулять в компании бывшей жены? О моих чувствах ты подумал? Или тебе уже давно все равно?» – спросила Вера, едва сдерживаясь, чтобы не расплакаться. «Не говори ерунды. Ты же не ребенок и должна понимать. Тем более ты знала, что у меня была прошлая жизнь», – грубо ответил Костя. Ничего не ответив, Вера стала собирать вещи, собираясь уехать к бабушке на выходные. Дождавшись, когда муж уйдет, она подошла к свекрови. «Тамара Васильевна, скажите, зачем вам все это надо? В чем я виновата перед вами? Зачем вы разрушаете нашу жизнь с Костей? Ты виновата тем, что влезла в нашу семью, когда тебя не просили. Я всегда любила Леночку, но Костя оступился, и она ушла от него. Это ошибка. Я уверена, что между ними есть чувства, и сделаю все, чтобы они были вместе. Так что, милочка, тебе лучше уйти по-хорошему», — сказала свекровь и брезгливо посмотрела на Веру. Приехав к бабушке, Вера прорыдала 2 дня, прежде чем смогла прийти в себя. К тому же она немного приболела. Бабушка суетилась, ухаживая за внучкой, с ужасом замечая причину ее недомогания. Вера ждала ребенка. Через 3 дня за ней приехал муж и клялся в любви, уговаривая вернуться домой. Вера доказывала ему о необходимости переехать на съемную квартиру, но он и слушать не хотел об этом. С тяжелым сердцем девушка сложила свои вещи и села в машину мужа, в глубине души надеясь, что новость о ее положении что-то поменяет в их отношениях со свекровью. Тамара Васильевна встретила ее с холодным, непроницаемым лицом, но ничего не сказала. Все время, пока Вера носила ребенка, женщина также старалась держать дистанцию, сведя на нет все общение. В отношениях с мужем больше не было ссор, но близкая связь была потеряна. Вере даже казалось, что если бы не ее положение, то они бы с легкостью распрощались. В положенный срок родилась розовощекая девочка, Сонечка, как 2 капли воды, похожая на свою маму. Когда малышку привезли из роддома, свекровь долго смотрела на нее, а потом выдала: «Вера, а ты уверена, что девочка от Кости? Она совершенно на него не похожа». Вера, теряя терпение, выставила свекровь за дверь комнаты и заплакала. Видимо, с того дня подобные разговоры велись регулярно, так как Костя и сам начал высказывать сомнения по поводу родства с девочкой, стараясь вообще не подходить к ней. Вера решилась сделать тест на определение отцовства, а сама тихо собрала вещи и уехала к бабушке.
И даже подтверждение родства для этой семьи не стало поводом вернуть ее обратно. Больше она их не видела. Кое-как совмещая учебу и заботу о дочери, Вере удалось окончить институт и устроиться на хорошую работу. Со временем она стала одним из лучших юристов города. Однажды к ней на прием пришла женщина, в которой Вера с трудом узнала бывшую свекровь. «Верочка, здравствуй! Как ты преобразилась! Тебя и не узнать!» Натянуто улыбнулась женщина, смерив Веру оценивающим взглядом. «Здравствуйте, Тамара Васильевна! Я вас тоже не сразу узнала. Как поживаете?» Из вежливости спросила Вера, понимая, что эта женщина до сих пор вызывает в ней негативные чувства. «Доченька, помоги мне! Эта гадюка Аленка хочет выжить меня из моей же квартиры, а Костик под ее влиянием. Я ведь в свое время переписала квартиру на сына, но кто же мог подумать, что такое случится? Так вот, теперь она требует моего выселения и грозит сделать это через суд. Как же так случилось? Вы ведь обожали Леночку, да так, что родную внучку практически выжили из квартиры, вычеркнули из жизни». Вера вопросительно посмотрела на бывшую свекровь. «Прости меня, пожалуйста, прошу, помоги мне выкинуть Аленку из дома», твердила Тамара Васильевна. «А знаете, я вам даже благодарна сейчас за то, что так получилось. Ведь если бы не вы, в моей жизни не было бы моей любимой работы, любимого мужчины рядом и умницы дочки. Поэтому я вас давно за все простила. Советую вам также обратиться за помощью к другому специалисту, потому что иметь дело с вашей семьей у меня нет никакого желания. Всего хорошего». И Вера направилась к выходу, ощущая спиной взгляд полный презрения. Только теперь для нее это не имело никакого значения. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.